Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за нашими новыми встречами с Юрием Дудкиным, историком, военным, журналистом. Юрий Анатольевич, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Хотел как-то гонимым политзаключенным, но об этом поговорим немножко позже. Сейчас видите, как все меняется. То есть вы мне статус хотите поменять все-таки? Нет, все-таки время такое, понимаете, теперь даже в абсолютно американской машине контроля за властью, администрацией колониальной, там уже нашли шпионов российских, поэтому тут теперь вообще непонятно, кто шпион, а кто патриот, да? А кто как, да. Смотрите, всю неделю, действительно, там 4-й день подряд, вот эти все митинги, вот эти протесты, мы о них... Я вот так запланировал, поговорим во второй части нашей беседы. Это очень интересно, политический узел, что с ним делать, плюс эти все пикантные подробности о высшем руководстве, верховном главнокомандующем, на секундочку, вооруженных сил Украины. Я бы хотел начать наш разговор с совершенно другого, принципиально важного и того, что скрывается за ширмой вот этих всех эмоций и вот этого всего буйства. А на самом деле ситуация на земле очень печальная. Военные выходят и говорят, что мы проигрываем, врем и проигрываем. А параллельно с этим Сырский, которому сегодня 60 лет, у него юбилей, он выступает с докладом перед Зеленским и говорит: смотрите, как у нас все хорошо. 51 боестолкновение в Покровске тяжело, но ничего страшного, держимся. Все отметают и не подтверждают, что бои уже непосредственно в городской черте. Правда, эвакуируют Доброполье, которое в стороне, туда северо-западнее, то есть, все равно обязательная эвакуация. А вот в Сумской области, смотрите как, мы зашли, отбили часть территорий с другой стороны, не со стороны Яблуневки, а с другой стороны. И вот там громим противника, добиваемся успеха, восстанавливаем наступление. В интервью или в прессе он говорит о том, что у ВСУ есть силы, чтобы разгромить наступающие силы вооруженных сил Российской Федерации. В общем, смотрите, какая классная картина складывается. И ровно в этот же день, буквально только опубликовали отчет о том, что Сырский пообщался с Зеленским, как появляются кадры о прилете в Сумах по облгосадминистрации, по зданию дрона. Причем показано все без всяких ретушей, без всего, хотя пытались сначала скрыть эту информацию. Я хотел бы все-таки начать наш разговор с состояния дел на войне. И вот эти голоса военных, которые с матюком, как этот комбат Верес, описывают все происходящее, они же, получается, не услышаны за буйными криками на политическую тему и отбеливанием Зеленского и Ермака. Как вы оцениваете события на земле и на фронте? Вообще, действительно, я хочу дополнить, например, ваш вопрос тем, что недавно, буквально 2 дня назад, я связался с человеком, которому удалось сдаться в плен на Покровском направлении. Это мой земляк. Мы с ним и раньше поддерживали отношения, связь. И он абсолютно был противоположных взглядов. Но то, что он мне рассказал, что творится в ВСУ, а он это уже может, ему уже терять нечего. Он уже может рассказывать все, что угодно. И не только мне. Он, конечно, остался патриотом Украины, это понятно. Он так и заявляет на допросах в Следственном комитете Российской Федерации, что он является патриотом Украины, он является именно патриотом украинского народа, но не бандеровщины. Это тоже, кстати, немаловажно. И он был противник СВО, вообще-то. А начинал воевать еще, когда было АТО. То есть, у него опыт очень большой. Я не буду говорить, в каком звании, в какой должности, это не имеет значения. То есть, человек опытный в этом плане. Как военный и, скажем так, вообще как возрастной человек. И то, что он мне рассказал, как я уже говорю,
действительно меня даже повергло в шок, потому что я многое повидал, многое слышал. Вот, и все это крайне неприятно. Но то, что, например, вот такая вещь, как казни мирного населения, ну, вы знаете, это даже не поддается не то, что какому-то анализу, там, причинам. Ну, это зверство, самое настоящее. Или же, например, он мне рассказывал о расстрелах своих же. Вот. Как только, говорит, не просто там стреляли в спину, когда кто-то бежал. Это нет. Подозревали, что человек может перейти линию фронта на противную сторону. И тихо расстреливали. Так, чтобы никто не знал. Вот. Ну, об остальном, конечно, можно долго говорить. Но в свете вашего вопроса я скажу следующее. В вооруженных силах Украины на сегодняшний день страшнейшая деморализация. То есть, говорить о каких-то там, значит, мотивации какой-то там. Вот любят эти украинские пропагандисты, особенно военные, так называемые военные корреспонденты украинские, говорить о какой-то мотивации, о том, что вот-вот скоро получим еще очередную партию вооружений от Соединенных Штатов, и все изменится, все пойдет на ура, что называется. Ну, досужие вымыслы, что я вам могу сказать. К тому же, что вы добавили, да, по линии фронта, остаются главными 3 направления. И они развиваются с успехом для российских вооруженных сил. Медленно, да, но развиваются в сторону Востока, в сторону Запада, на востоке Украины. В первую очередь, это, конечно, Донецкое направление. Во всяком случае, на сегодняшний день Мирноград, Покровск, Краматорск – это как раз те направления, которые не просто там тлеют, а уже горят ярким пламенем для украинских вооруженных сил. То есть, вот то, что вы сказали про Сырского, да, он даже издал приказ, ну, такой сталинский, да, ни шагу назад. Вот. Хотя сталинский приказ, конечно, подразумевал нечто иное, и совсем иное, в иное время это все было. Во всяком случае, в то время вражды между народами в Советском Союзе не были. Сейчас, в данный момент, ситуация совершенно иная. И Сырский категорически запретил отступление. То есть, в Мирнограде и в Покровске ситуация крайне тяжелая, потому что эти города взяты в клещи. А раз взяты в клещи, значит, нарушена логистика снабжения боеприпасами, продовольствием, ротацией личного состава. И это накладывает определенные трудности. Это плюс к тому, что укомплектование подразделений на этом направлении, да не только на этом, и на других в том числе, всего лишь навсего на 45-47%. Это катастрофа. О каком наступлении, как говорит Сырский, может идти речь? Ну, такое, знаете, самолюбование и самоуспокоение господина главнокомандующего. Второе направление тоже очень важное. Это Харьковское направление, Купянск. Там тоже не сладко ВСУшникам. И они, я так полагаю, опять же, тоже застигнуты в том положении, что уйти могут, конечно, но я боюсь, их участь будет печальная. Причем, в первую очередь, от своих нацистских батальонов, которые там присутствуют. На Купянском направлении очень сильно укомплектованы как раз эти подразделения, которые в свое время были внедрены в вооруженные силы
в МВД, в спецподразделения СБУ. Я имею в виду так называемых боевиков из Кракена, Азова и Айдара. Вот они там очень прочно находятся. И, как сказать, в кавычках мотивирует солдат ВСУ на то, чтобы они оставались на месте и никуда не отходили. Следующее, это, конечно, третье очень важное запорожское направление. Степногорск, есть такой город небольшой в Запорожской области, сегодня является центром особо тяжелых боевых действий. И, как отмечают уже средства массовой информации Украины, здесь Россия применяет тактику маятника. То есть в категорической форме не применяется по всей линии фронта, не только там, тяжелая техника, она бесполезна абсолютно. А тактика маятника подразумевает под собой, значит, наступление отдельных штурмовых моторизованных групп на отдельные опорные пункты. Затем резкое отступление их в обратную, в свою сторону. Затем шквальный артиллерийско-минометный и ракетный огонь. И снова, опять же, наступление штурмовых моторизованных групп. Таким образом, идет медленное, но очень эффективное продвижение вперед. И это, конечно, вносит определенный дисбаланс в оборону украинских вооруженных сил. Вот такая ситуация. Юрий Анатольевич, ну, если мы каким-то образом попробуем оценить положение дел, конкретно, ну вот, конкретно не столько там с численным составом и качественным составом, а вообще с уровнем стойкости. Ведь это принципиальнейший момент сейчас. Нам встегивают какую-то ерунду. Зеленский, чтобы отбиться от этих всех нападок и компроматов, о которых тоже говорят, НАБУ, которая там записала. Сейчас вот это вот сразу съездил к военным в госпиталь. Пришел на предприятие. Смотрите, какое мощное предприятие. Американцы ставят линии. Так как говорит, американцы. Хотя это частная компания, которая, в принципе, использует ситуацию в Украине для того, чтобы развивать свои ноу-хау и зарабатывать деньги. Стартапы, короче. Стартапы. Элементарные американские заходят, в течение 3 недель ставят линии. 1000 беспилотников в день. 1000 в день. Вот такую задачу он поставил. И это очень так приободряюще звучит. Мы же видим, что происходит достаточно шаткая ситуация политическая, которая вот влияет как-то на военных. Как именно, как вам кажется? Потому что кроме тяжелой ситуации, кроме там где-то недостатка вооружений, СЗЧ, вот этих проблем, когда вот на Покровском направлении с района Зверева, это там, да, получается, с запада, с юго-запада был прорыв. Отмечают же солдаты, просто некому было обороняться. Все такие модные, классные дроноводы где-то на удалении как бы бьют наступающие силы, а там на земле воевать было не с кем. 3 калеки, 2 чумы. Хотя по документам полный фарш. Так вот, я прошу уровень стойкости фронта оценить на данном этапе. Потому что кажется, что внезапный пролетевший черный политический лебедь еще чернее будет черный лебедь на фронте. Вы совершенно правы. Я могу лишь только добавить одно, что к тому, что я сказал уже выше. В годы Великой Отечественной войны, в самые первые дни, да, вот историю надо знать, историю надо изучать. Я всегда об этом говорю. И надо помнить опыт тех времен тоже. Хотя, конечно, тактика ведения войны, боя и так далее, стратегии, она ключевым образом изменилась. Но основные принципы остались незыблемыми. Почему была массовая сдача в плен советских войск в тот период времени? Не потому, что немцев было больше. Нет. Ни в коем случае. На некоторых участках Западного фронта советских войск гораздо было больше. Но тылы отставали или по каким-либо другим причинам на 100 километров. Представляете?
Ну, то есть, от того поражения, ударов, которые советские войска в первые дни войны потерпели от налетов Люфтваффе, массированных налетов, действительно были разбиты все тыловые части. И подкрепление ждать приходилось очень долго. А это как раз было завязано все на моральный дух войск. Когда патронов не было, снарядов не было, техники в достаточном количестве не было, ну и продовольствие то же самое. Это то же самое сегодня происходит в украинских вооруженных силах. Нехватка всего. Вот я не побоюсь этого слова. Нехватка всего. И вы правильно говорите, что где вот этот героизм? Да, его не будет. Ну, за что? Собственно говоря, сами вот в интервью вы упомянули, интервью было, да, там одного, второго, третьего. Да, не интервью, а такой стрим украинских военных о том, что как они относятся к высшему руководству страны. А эти ведь люди находятся не просто где-нибудь там в воинской части, они на передовой, в окопе. Вот. И какая может быть еще, какой героизм может быть после того, что они говорят? Ну, это естественно для нормального, здорового человека, который волей судьбы или по каким-либо другим причинам попал на эту войну. Ну, то есть, если мозги на месте, то, естественно, человек будет в первую очередь, это его, так сказать, абсолютно нормальное психическое состояние. У него работает инстинкт самосохранения. Самосохранение не только его, но и семьи, которая находится там где-то, в тылу. И тоже, может быть, испытывает какие-то трудности. А трудностей внутри страны полным-полно. Поэтому я абсолютно понимаю тех, кто начинает действительно с возмущением высказываться о Зеленском, о Сырском и о других украинских политиках, о Верховной Раде в том числе и в первую очередь, потому что они являются законодательным органом. А депутаты на сегодняшний день в Верховной Раде, мне вообще понравилась фраза очень этого человека, который из окопа вещал, что мы тут кровью обливаемся своей собственной, а они в отпуск ушли. Понимаете? В отпуск ушли. Вот греться на солнышко им захотелось в этот период времени, когда фронт просто сыпется. Да, он сыпется, может быть, не так молниеносно, но гибнут военные. Гибнут военные и попадают в плен. Причем попадают не только потому, что их берут в плен, они сами сдаются. Для того, чтобы сохранить себе жизнь. Элементарное человеческое качество – сохранить свою жизнь. Вот. А героизм возможен лишь тогда, уважаемые мои зрители, когда действительно есть за что умереть и есть за что полегать на поле боя, что называется, да? За что они будут умирать, эти военные украинские, когда действительно страну разъедает не только коррупция, но и массовое воровство. Массовое причем. Тут я даже примеры приводить не буду. Тут за примерами далеко ходить не надо. Два эпизода, Юрий Анатольевич, я хотел бы обсудить в связи с этим, но они очень важные, очень такие важные маркеры. Эпизод первый. По поводу пленных. Во Львове похороны прошли. Ну, прошли. Ну, как бы, да, 24-я бригада. Похороны каждый день по всей стране. Поэтому да. Не потому, что я такой циник, я говорю, прошли. Нет, это действительно так. Они по всей стране там, каждый день по селам собирают, перекрывают, становятся на колени, провожают последний путь. И это вот так вот оно постоянно. Сейчас идет жара, поэтому это ускоряется процесс, поэтому больше. Ну, то есть... В общем, если там зимой там еще пореже, летом чаще. В общем, задача быстрее закопать тело. Ну, понятно, там почести по-христиански и так далее. Но эти похороны, они были особенные, потому что стало понятно из сообщения, что погибли эти воины в российском плену, что это как раз-таки останки вот того преснопамятного Ил-72, которого сбили над Воронежем. 76. Ил-76, который сбили над Белгородом. Причем
Кто сбил, как сбил. Вроде как всем понятно, но официально никто ничего не говорит. Обмолвился несколько недель назад там зам министра внутренних дел, там чего-то так сказал по поводу, что это Украина сбила. Все как-то так обалдели, но дальше эту тему никто не поднимал. Ну, сейчас вот коротко с одной строчкой написали, что погибли в российском плену. А какой же на самом деле резонанс эта ситуация имела? Все уже забыли за новыми трагедиями. Это один момент, который я хочу, чтобы вы прокомментировали. А второй в этой связи – это заявление российских властей о том, что есть представитель там, Госдумы и так далее, о том, что вот этих пленных, которые берут, переходят, проверяют, собирают из них же батальоны, чтобы воевать против, условно, вчерашних своих же, то есть против Украины. Два момента, эти два эпизода, такие непопулярные и такие, о которых лучше помолчать. Я хочу, чтобы вы высказались. Это действительно так. Действительно так. Есть военнослужащие вооруженных сил Украины, уже бывшие, которые действительно вступают добровольцами в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Это факт. Есть целый батальон имени Богдана Хмельницкого в российских вооруженных силах, где сражаются за Украину, между прочим, бывшие военные украинской армии. Это не секрет. Это давно уже известно. Теперь, что касается того, что вы говорили о том, как погибли пленные на Ил-76 российском. Об этом уже давным-давно все было сказано. Только сейчас какие-то есть отголоски в российской прессе и в социальных сетях по этому поводу. Опять же, отголоски негодования, понятное дело. Потому как сейчас, скажем, формы обмена пленными несколько иные. Они сухопутные, через Беларусь, чтобы не рисковать лишний раз людьми, не посылать их на такую нелепую смерть. А обмен производится через сухопутные границы между Украиной и Беларусью. Здесь очень примечательно вспомнить одну еще деталь. На днях господин Зеленский обратился официально в Евросоюз, с одной и той же просьбой. Дайте денег. У него спросили, а зачем? Там у нас все идет по плану, что называется, да? Мы выделяем вам эти транши там по чайной ложке 3 раза в день, как говорят медики. А зачем вам еще деньги нужны? А он возьми да и скажи, а мне нечем платить зарплату военным. То есть, вот это сбитие Ил-76, да, это на руку пошло, для Зеленского. Платить не надо за погибших. Погибли и все, понимаете? Как погибли, при каких обстоятельствах погибли, в плену ли погибли, не в плену. От этого украинская власть тут живым нечем уже платить, как говорится, сам Зеленский признается. А за мертвых так тем более. Откуда взять там на каждого бойца 15 миллионов гривен? Естественно, они ищут любые пути для того... Это очень хорошо знает эту схему сейчас ушедший с поста министра обороны господин Умеров. Он прекрасно знаком с этой схемой. Как это работает вообще-то? Сейчас будет вникать в эти дела новый министр обороны Шмыгаль. И, естественно, дела, я думаю, пойдут не столь лучше, как наоборот, еще хуже. Потому что премьер-министр, он всегда имеет дело с деньгами. Понимаете? А Умеров далеко от экономики был и от финансов. А господин Шмыгаль очень опытный человек. Я думаю, что он эту схему еще более усовершенствует. А в связи с тем, что фронт движется все-таки на запад, а не на восток, и количество убитых растет с каждым днем, то, естественно, эту схему у него попросит даже сам Зеленский предложения свои внести, как бы еще больше не платить ни военным пенсионерам, ни родственникам убитых, и так лечение. А есть же целая программа реабилитации украинских военных после потери конечностей, психологической адаптации и так далее и тому подобное. Это все урезается с каждым днем.
То есть военные, которые потеряли руки, ноги, глаза и так далее и тому подобное, протезируются сейчас за свой счет. Об этом мало кто говорит. За свой счет. Ищут любые средства, продают квартиры, там, я не знаю, что угодно делают. Переезжают жить к своим родителям, продав свое жилье, лишь бы поставить нормальные импортные протезы себе. Об этом никто не... И таких людей десятки тысяч украинских граждан. Если мы попробуем проанализировать ну, вот целый ряд публикаций и вот это буйство, которое обрушилось в политическом смысле на Зеленского как раз-таки в этот момент. Я имею в виду ситуацию вокруг НАБУ. Он сначала очень долго... Ну, в общем, давно я не видел, чтобы Зеленский так метался. Помните, вторник проголосовал парламент, он то подписывает, то не подписывает, то все-таки подписал, то нет, а потом все-таки да, а потом быстро-быстро собирает вот этих всех на пресс-конференцию. Это же просто неимоверно. Выводят малюка под софиты. И тот давай рассказывать про русаков в НАБУ, о том, как набушники пришли к герою Украины, генералу Нацгвардии с обысками, а тут говорит, я бы взял 2 магазина пистолета, ну, в общем, 2 магазина из пистолета. Пафосно, да. Отстрелял бы, то есть это же какие-то такие лютые вообще истории. Мол, смотрите, герой Украины, что он может украсть. Говорит сам Малюк, тоже герой Украины недавно ему Зеленский вручил. То есть... как бы индульгенция такая своеобразная, что это боевые, а там, мол, российские шпионы сидят и вот это вот все детективы мутят. Причем собрали, построили директора там всех этих НАБУ и САП, говорят, все, новый закон будет, новый. Но новый закон после понятного недовольства европейских партнеров, которые говорят, ребята, не-не-не, то есть, в смысле, вам просто будем давать деньги, а вас будут контролировать те, которых вы же и назначили. Давайте, нет, нашу вертикаль мы оставим. И сейчас вот откатывают назад. Но ходят же упорные, ну это не то, что слухи, они-то наверняка, это практически данность наверняка есть, что откуда вот эта суета у Зеленского, почему именно сейчас, ему нужно было успеть до того, как раскроют определенный компромат. Говорят, уже есть какие-то пленки, записи, где он Александр, лично говорит. Тут все очень просто. Зеленский, ну как актер, как шоумен, да, он же очень четко чувствует публику, да. Для него все остальные, да, в мире, неважно, начиная от президента США и заканчивая рядовыми гражданами Украины, для него это публика. Он по-прежнему играет роль президента. Он не президент, он играет роль. И мы когда-то, я это очень четко помню, еще с вами в украинском эфире, когда создавались эти органы еще при Порошенко, 10 лет назад, мы с вами обговаривали эту тему. И я сегодня с удовольствием повторю некоторые тезисы, потому что они как раз являются очень четким ответом на ваш вопрос. Кто и зачем создавал эти органы? Вот это принципиальный вопрос, просто принципиальный. И на какие, кстати, деньги? Вот. Естественно, многие украинские граждане уже давно знают причину вот этого создания этих органов. А причина одна. Американская администрация, подчинив себе полностью весь госаппарат украинский, начиная от президента и заканчивая местными администрациями городов и сел и поселков, она хочет знать правду о каждом чиновнике, на какие шиши, простите, он живет. Вот это если так просто очень, да, выражаться. И они создавали эти, сколько там, 6 или 8 этих надзорных органов, для того, чтобы папочки формировать на каждого чиновника, особенно в украинском высшем руководстве. Что сегодня, например, для Зеленского это абсолютно не актуально. То есть он решил так, чувствуя вот эту публику, о которой я говорю, ну, я тут скандалил в овальном кабинете, и мне ничего за это не было. А почему я не смогу там усмирить эти НАБУ и САП? Вот он попробовал, мол, я сейчас вас, ребята, к ногтю попробую прижать, посмотрим, что из этого выйдет.
Ну, собственно говоря, он прекрасно умеет каяться, исправляться. Такой, знаете, мальчик такой. Это, знаете, вот такое выражение было. Не согрешишь, не покаешься. Вот. Совершенно верно, да. И вот он, этот, значит, бойскаут решил покаяться. Типичный бойскаут, потому что в нем нет ничего украинского, и тем более славянского. Но это я не какие-то российские формы высказываю, а типичное подчинение американскому руководству. И британскому в том числе, англосаксонскому. И вот, естественно, созрело. Тут еще тем более американцы на свои денежки. Кстати, вы знаете, сколько стоит протест в день в Киеве? Ну, там условно мы берем 5000 человек. Ну, вы 250, думаете, что 250, всем платят? 250 тысяч долларов в день. 250 тысяч долларов. $250 000. Вот. Это из, так сказать, моих достоверных источников. Подождите, это в принципе или вот эти протесты? Эти именно протесты. Вот это не в принципе. эти. Именно эти протесты на площади Франко, у театра Франко. Вот там. Это, опять же, я не знаю точное количество людей, но если брать там визуально посмотреть, тогда около 5000 их было. Вот. Так вот, это стоит 250 тысяч долларов. Вот эта штучка в день. Американцы прекрасно по старым лекалам, по старым методичкам, со старыми плакатами. А, кстати, картонки знаете, где покупали? На Новой почте. Вот, потому как, если присмотреться к кадрам, да, с тыльной стороны протестующих, там везде красная буковка «Н» на этих картонках была написана. То есть, Новая почта и здесь заработала. Мало того, что она занимается там всевозможными другими пересылками, значит, бывших украинских военных с линии фронта, вот, позорными, так она еще продает эти картонки для протестующих. Причем в большом количестве. Причем в разных городах. Вот. И здесь, так сказать, есть тоже своя финансовая подоплека. Но самое-то главное, опять же, нет, я не заметил в большом количестве, да, людей на этих майданах среднего или преклонного возраста. То есть, там одни либо школьники, либо студенты. Вот. И опять же, вот эта вся соросня в лице там Наемов этих всех, Притул и прочих возглавляет вот этот шабаш. Причем я 100% уверен, что может быть, в этом деле, для того, чтобы показать, что в Украине существует демократия, свобода слова, то это с позволения, так сказать, было сделано и самого господина Зеленского. Эти протесты, боже упаси, никто не смел разгонять. Там не было ни одного полицейского, 100%. Там не было ни одного ТЦКшника. Кстати, прекрасный повод паковать оттуда людей был. Если уж на то пошло, да? Если уж такой дефицит кадров в вооруженных силах. Ты здесь на протестах стоишь? Бездельник? В машину. Понимаете? Ну, этого ж не было тоже сделано. Вот. Это все демонстрация того, что в Украине существует свобода. Никакого диктаторского режима нет. Существует свобода слова, но эта свобода слова очень хорошо оплачивается. Вот. Поэтому все прошло на ура. Я не знаю, насколько поверят господину Зеленскому после 31 июля бывшие, так сказать, может быть, и настоящие еще, его коллеги по Госдепу, по, значит, Сенату американскому. Но замену ему уже готовят. Я не хочу даже гадать, кто это будет. Вот. Масса кандидатур, высказываются люди по различным лицам. Вот, там и народные депутаты есть, и тот же Залужный там, их кого только там нет. Но суть от того, что поменяют, если они решат так поменять, британцы или американцы Зеленского, она суть войны, суть мира как такового, который уже, может быть, давно хотят украинские граждане и маются с этой мыслью,
она не поменяется. Потому как русофобия никуда не исчезнет, нацистская идеология никуда не исчезнет, гонение на православную украинскую каноническую церковь никуда не... Все останется на своих местах. Поменяют, опять же, как я раньше говорил, носилки в аду. Вот и все. А все остальное останется на месте. Что самое интересное, ведь Зеленский поменял, в кавычках я беру это слово, поменял свою точку зрения в отношении НАБУ и САП только лишь после звонка Стармера, премьер-министра Великобритании. Вот если бы он ножкой не топнул на Зеленского, да, ну, все бы прошло нормально. Даже американцы не смели туда, ну, как бы официально напрямую вмешиваться. Вот. А Стармер и фон дер Ляйен, они высказали свое мнение по этому поводу, что если вы хотите в Евросоюз, ну, будьте любезны. Вот, будьте любезны. Юрий Анатольевич, очень интересная встреча ожидается у Трампа в Шотландии. Да-да. Это очень интересный визит. Guardian пишет о том, что вопрос прекращения войны в Украине является ключевым в рамках этого визита. Ну, это Guardian, может, так написала, потому что все прекрасно понимают, что Трамп едет играть в гольф и проводить определенные встречи. Это все происходит на фоне взаимных пошлин с 1 августа. До них неделя, ну, фактически меньше уже. То есть, а пошлины там серьезные. То есть, там 30%, считают там 72 миллиарда. Европа говорит, а мы дадим ответ. А Америка говорит, а мы не уступим. Ну, такие перетягивания канатов. И понятное дело, что эти тарифы, пошлины, вот, наверное, соль всего происходящего, потому что если условно войну в Украине сбрасывать на полностью финансирование Европы, я тут добавлю, вы отметили выше, это отдельно хотел спросить, ну, конечно, простите, когда Зеленский просит денег на повышение зарплат своим военным, как-то... Позор. Нет, да. Это не позор, это как-то, ну... Нам же как вот это... Нет, это позор, если он президент страны и борется за национальную независимость, это опять же беру эти слова в кавычках, и освобождение от российского ига, то как можно просить помощи, финансовой причем? Я понимаю, там оружием еще как-то куда ни шло. Но дайте денег, потому что мне нечем платить зарплату. А где твоя экономика? Что ты делал до этого времени, когда начиналась война? В общем, смотрите, тут... А помните, что в начале войны была же другая совсем политика партии? Это просто мало кто замечал. Все четко говорят, значит, оружие, деньги на там, саму войну мы берем, конечно, у Запада, мы не выстоим против России. Однако зарплаты военным мы генерируем сами. Да, да. Ну, помните, это прям года полтора-два об этом говорили. Да. А сейчас вот мы перешли вот к этому. То есть, абсолютный переворот сознания. Ну, да ладно. Трамп встречается с Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии. И Трамп встречается со Стармером тем же в Шотландии. Об этом пишет The Guardian. И говорят, что тема будет как раз-таки украинская. Чего ожидать от Трампа в ходе этих встреч? И действительно ли, ну, сейчас как бы приедет Трамп и добьется своего, а конкретно, чтобы Урсула и Стармер, которая, как показала эта вся свистопляска с НАБУ, имеют конкретные вожжи в своих руках от лошадиной морды решений Зеленского, ну, просто взяли и развернули все в сторону конкретных уступок, договоренностей, компромиссов, мирных переговоров и прекращению войны. Я думаю, Россия будет не против. Или будет? Дело идет не, как вы правильно заметили, переговоров не о долгосрочном мире, а о перемирии. Вот в чем, как говорят, собака порылась. И это не устраивает российскую сторону. Но я не об этом. Действительно, вот эта встреча в Шотландии, о которой вы упомянули, она очень многое будет значить для Европы. Для Европы. И в том числе и для Великобритании. Я говорю о Европе как о Евросоюзе. Ну, поскольку Великобритания вышла из Евросоюза, там отдельная тема. Так вот, говоря о Трампе, для него святее денег ничего не существует в этом мире. Ну, и семьи своей, конечно. Трамп утренний, это я даже себе в
так сказать, в девиз записал. Это не Трамп вечерний. Есть, есть есть да. такая песня «Шелест ночью, шелест днем разный». Ну, мы про Трампа. Да. Вы не о себе, конечно. Вы о ветре. Да, так вот, Трамп утренний – это не Трамп вечерний. Это 100%. То есть, он заявляет, ну, к примеру, что тоже облагает пошлинами Японию на 100%, приезжает туда перед тем, как, скажем, что-то начать. Вот. И подписывают с японцами, американцы подписывают с японцами договор всего лишь на 15% пошлин. Вот. Об этом даже фон дер Ляйен, которая потом приехала в Японию по пути в Китай, она ужаснулась, потому что ей, оказывается, было об этом неизвестно. И тот же Антонио Кошту, глава Евросовета, тоже всплакнул даже. Говорит, боже мой, а что же ожидает нас в Европе, если так японцы здорово обошли Трампа? Так вот, здесь весь, как говорится, сыр-бор сейчас в Европе разгорается, потому что действительно экономика Европы в рецессии. Это давно уже известно, который год. Скажем, Европа объявила о широкой программе совершенствования своей обороноспособности, созданию каких-то новых военных союзов. Вот. Усовершенствование боевой техники и оружия. А это все не миллионы, это миллиарды, сотни миллиардов евро. Где их брать, пока что неизвестно. Ну и тут еще Трамп. Ему, говорится, собственно говоря, я вам серьезно, на полном серьезе заявляю, ему плевать на Украину. Его, кроме денег, ничего не волнует более. И больше всего его волнуют полезные ископаемые на Украине, до которых он не может добраться. Потому что там идут боевые действия. А все самые ценные ископаемые находятся на востоке Украины, на юго-востоке Украины. Поэтому для него это самое главное. Потому он так хочет этого перемирия там, или еще чего-то. Я не знаю даже, что он хочет утром и что он хочет вечером. Вот. Я за себя могу сказать, чего я хочу. Но чего хочет Трамп, этого никто не знает. Поэтому тема очень интересная. И даже предсказать здесь что-либо я бы был бы очень осторожным. Потому как, когда уже они, так сказать, встретятся face-to-face, да, с Евросоюзами, с еврочиновниками, со Стармером и так далее и тому подобное. Но даже в тот момент, я полагаю так, что Трамп пока не вернется в Вашингтон, не послушает своих советников ближайших, а это вокруг него очень интересные дамы, причем в прямом смысле этого слова, вот, то, наверное, он решение и до самого Вашингтона не примет окончательного. А лишь только будучи в овальном кабинете, в Белом доме, он тогда, очевидно, распорядится, что ему делать с Европой. Что его подчиненные должны будут делать с Европой. Но то, что он 100%, как вы упомянули правильно, речь будет идти об Украине, конечно, обяжет Европу, платить за американское оружие, это опять же в копилку бюджета Соединенных Штатов большие, очень большие деньги будут, вот, то это однозначно. Ну, это означает, что война заканчиваться не собирается. Не собирается. Никто этого мира, намалеванного на листочке бумаги корявым детским почерком, никто его не хочет. Люди хотят. А что, люди, какие люди? Украинцы, они что, ведут переговоры? Это расходный материал, в том числе и для Трампа. Я уже не говорю о Зеленском. Это расходный материал. Сопутствующие жертвы. Помните, да? Как говорил господин Обама, когда гибли сотни тысяч, миллионы людей гражданских в Ираке и в других государствах Ближнего Востока. Ковровые бомбардировки. Сопутствующие жертвы. Все, для них не важно там количество. То же самое и с Украиной. Люди хотят мира, конечно. Гражданские, украинские граждане хотят мира. Им уже надоело это все. Тем более те, кто потеряли своих родных, близких, знакомых.
Вот. Они это очень четко и прекрасно понимают. Но для Запада это абсолютно не нужно. И пока остается вот этот пылающий анклав, да, антироссийский, их это устраивает. Они считают, что они постепенно выкачивают из России вот те средства на войну, которые действительно Россия тратит. Вот. Это тоже их устраивает. Хотя, конечно, здесь можно здорово поспорить, и учитывая ресурсы Российской Федерации. Это 250 тонн золота в год, которое она добывает. Каждый третий алмаз в мире добывает Российская Федерация. Ну, и так далее, и тому подобное. Я уже про нефть и газ не говорю. Вот. Поэтому, пока у России есть эти ресурсы, она готова в долгую воевать. Вот именно такой тактикой, которую она сегодня для себя избрала. Я хотел бы вернуться опять в Украину и в общество, которое готовит, кажется, к смене Конституции. Причем, знаете, в чем хитрость? И вообще, может, это я там додумываю себе эту хитрость, может, на самом деле все очень бесхитростно и просто и понятно. Я увидел тренд. Хочу с вами поделиться. Наверное, может быть, он, конечно, преждевременный или ложный тренд. Ну, сначала омбудсменка выходит, новая, языковая. Потом там есть такой Муштафаев, Айдер, тоже медийный деятель. И, в общем, муссируется всяческим образом наличие в Конституции Украины в статье 10 вообще четкого определения русский язык. Ну вот. Это надо убрать. Вдогонку туда же, да, мы видим там переименование в Одесской области, и вообще надо как-то... Все задаются вопросом, мол, смотрите, Днепр, теперь же Днепр, а был Днепропетровск. Почему? Потому что Днепр переименовать можно, а Днепропетровскую область переименовать нельзя. Потому что в Конституции четко написано Днепропетровская область. Надо Конституцию менять. Но это сейчас тоже как бы пытаются раскрутить по новой эту тему. Кировоградская область, Днепропетровская область. Ну, то есть вы видите. А что за этим стоит, как вам кажется? Вот просто опять война. Люди выходят не драться с бусификаторами. Мобильные ТЦК сейчас, представляете? Мобильные. Да. То есть не против полицаев вот этих, не против ментов, которые сейчас их вызвать нельзя, если у тебя сумочку подрезали или колесо кто-то повредил. Да. Тебя привели сразу в ТЦК. То есть не против этого беспредела. Они там за НАБУ или еще за какую-то ерунду. Понимаете? Не кажется вам, что это какой-то тренд? Вот что за ним стоит? Действительно, мы проснемся как-то утром, а у нас вообще и Конституция другая. Или там что-то прячется глубже? Может, с этими изменениями в Конституции ультрапатриотическими зашьют сдачу территорий? Александр, у меня к вам встречный маленький вопрос. А скажите, тренд, который вы упомянули не менее 5 раз, слово «тренд» и слово «трендеть» – это однокоренные слова? Вы знаете, я бы разделил ваш юмор. И я бы не разделял. Вот Нет. именно тренд и трендеть, как они любят трендеть. Вот это стойте. Однозначно одно и то же. Стойте, у нас эти окна Авертона открываются постоянно, и вы видите это. Вы видите. И вот, например, во что превратилась Одесса сейчас? Ну вот, откровенно. Да. Да Киев. Ты без Google или там, вот этого карты ты пройти не можешь. Ну, ты не знаешь название улиц. Поэтому, так знаете, вот... то, что казалось как-то трендеть, это не про трендеть. Это вот действительно вещи, которые там нас ждут в будущем. Я согласен с вами, что да, они хоть и болтают много, но они многое делают во вред. Вот. Не во благо, а именно во вред украинскому народу. И, значит, вычеркивая, вымарывая историю самой Украины и историю советской Украины. Для них это вообще как красная тряпка на быка. Поэтому я здесь с вами соглашусь. Но для того, чтобы, как вы говорите,
они хотят изменить Конституцию именно в части там, областей. Это все ерунда. Почему? Потому что есть главная статья в Конституции, 10-я. Вот там черным по белому все очень четко написано. И что касается языков национальных меньшинств, и что касается русского языка, что украинское государство обязано не только защищать, но и развивать эти все языки, в том числе и русский. Так вот, я вот этим господам, да, и этому омбудсмену, и остальным, вот, Ивановская, да, или как его фамилия, по-моему, так, вот, я бы им порекомендовал бы немножко бы заткнуться, потому что если они уж так антирусски настроены, это надо было делать еще в 2014 году, сразу после Майдана. Исключать 10-ю статью Конституции из общей канвы Конституции. Вот тогда все было бы понятно. То есть, русского языка в Украине не существует, русскоязычных граждан не существует и так далее и тому подобное. И можно на этой почве кромсать города, области, менять города, так сказать, менять названия городов. Ради бога. Но статья 10-я это есть. Вы поменяйте ее вначале. Что же вы претесь, говорится, ставите телегу впереди лошади? Вот здесь их как раз полная профанация видна, понимаете? Вот что это люди случайные во власти. Вообще вот это слово само «омбудсмен по языку», ну, это типичное нацистское, фашистское слово. Да, вот еще бы они писали бы везде на витринах «русиш», «русиш» везде бы писали, да, как немцы писали «юде» в свое время в городах, в том числе в столице Германии. Вот, тем самым выделяя, где проживают компактно евреи, а в Киеве бы выделяли еще, где компактно проживают русские или русскоязычные. Вот этого им как раз еще не хватает. А то, что там они меняют области, города, ну, это, знаете, как говорят, украинская одна пословица, забаганки все для особо одаренных, скажем так. Поэтому я бы не стал сейчас особо там тревожиться по этому поводу. Ну, что мы можем сказать, господи? Ну, идет продолжение той же национальной политики, которая была разработана еще во времена Майдана. Ведь, смотрите, опять берите вот этот Майдан современный, да, который идет в защиту НАБУ и САП. А кричалки-то не поменялись, Саша. Кто Москаляку на геляку. Да. Кто не скачет, той москаль. А кричалки-то не поменялись. Поэтому, ну, чему удивляться, ради бога. Причем это же кричат, опять же, не люди, которые пришли с фронта. Может, там инвалидов вы видели в этой толпе? Ветеранов войны украинской? Нет. Там вот эти вот школьники, там вот эти студенты, которые понятия не имеют вообще о государственном устройстве, о Конституции. Вы спросите у них, они знают статьи Конституции, хоть самые основные? Нет, конечно. Вот. Но им дали денежку, вот, и сказали, вот такие. Там же тоже есть эти модераторы в толпе. Они, правда, уже не в красных куртках ходят, как на Майдане. Вот, они завуалированы там другими цветами. Но неважно. Вот. Все методички, все то же самое. В том числе эти омбудсмены всякие, вот эти вот, не хочу крепкое слово говорить, вот, они тоже работают по этим методичкам. Им сказано продолжать русофобию на Украине, изменять, переименовывать, сносить, поджигать и все остальное. Уничтожать все архивы, все, что связано там с Россией и так далее и тому подобное. Вы же возьмите вот Львов, да, вот это наиболее для меня сейчас яркая, такая, знаете, омерзительный такой пример. Когда Садовой, мэр Львова, проводит эксгумацию тел советских солдат, и что самое главное, он проводит эксгумацию тел на холме Славы не только советских солдат, причем среди которых были и украинцы. Но они, видимо, недостаточно сведомые. А вот он производит эксгумацию тел русских солдат Первой мировой войны, которые там тоже были захоронены. И пытается провести обмен на пленных украинских солдат с Россией. Вот дальше, как говорится, уже ехать некуда.
Тут о морали, о каких-то принципах человеколюбия. Тут только человеконенавистничество. Вот типично, еще раз говорю, расистско-нацистская идеология. Трупами готовы торговать, да, лишь бы себе выторговать на понюх табаку. Ну, знаете, чтобы точку поставить в нашем сегодняшнем эфире, во Львове там тоже очень интересная история. Собрали батальон «Лев». Ну, это вот о лживости вообще всех инициатив. Лживости. Значит, как же говорят? Смотрите, граждане, ну, вы там, например, работаете где-то, или там вы не можете, у вас там 3 детей, ну, имеется в виду пойти в армию служить. Но не унывайте. Вот вам 100 тысяч гривен зарплата. Вы можете стать частью добровольческих формирований мобильных отрядов ПВО. Ну, вот это шахеды сбивать, вот это герани, вот это все. Чем сбивать? Как пулеметами там. Выдадут все, тачанки вот эти на пикапах, да, то есть все, класс. И люди как бы ломанулись. Ну, а чего? Пошли туда, и там создали батальон во Львове. «Лев». Говорят, слушайте, всех, кто пришли, всех отправили на фронт. То есть пришли ТЦКшники и сказали, ах, вы тут можете? Чтобы Львов защищать, да, вот они хотели. Они же хотели в Львов от шахедов защищать, стрелять, это все. Да. А к ним пришли ТЦКшники и Ирония судьбы, да. Понимаете, в чем дело? То есть это же ложь такая, чистой воды. То есть выковыривают всех. Какие там вы знаете, что в этом батальоне «Лев» очень большое количество было женщин. Вот молодых женщин, там, по-моему, до 40 лет. Вот именно они, значит, как-то там прошли еще какие-то курсы обучения, там, обращения с оружием, тем, которым им действительно, как вы говорите, выдали. Вот. А их действительно отправили вот на передовую туда, на восток. Вот. Ну, это тоже вот, здравому смыслу, здравому какому-то обсуждению, апеллированному такому обсуждению, это даже не поддается. Потому как, действительно, вот украинская власть всегда лгала, всегда своему народу. Это я вам говорю как свидетель, живший на Украине с 91 года. Потому что до этого времени я служил на Дальнем Востоке на Тихоокеанском флоте какое-то время. А в 91 году я как раз за несколько дней до путча 19 августа перевелся служить приказом министра обороны СССР в Киев. Я вот видел это все зарождение с самого начала вот этого украинства так называемого. Вот, когда на батальоны СС «Нахтигаль», «Роланд» и СС «Галичина» говорили «січові стрільці». Це ж січові стрільці. Вот откуда аббревиатура прохождение этой аббревиатуры. То есть об СС, фашистской СС, преступной организации, объявленной таковой на Нюрнбергском процессе, и речи не шло, понимаете? Вот откуда ложь эта вся шла. Сегодня то же самое. Здесь уже не о названиях идет речь, каких-то там переименованиях. Живых людей, да, вот просто тупо, что называется, кинули, говоря языком наших зрителей, вот, и отправили умирать. Это не смешно, конечно. Но нет, смешно с точки зрения... Смешно другое. Вот смотрите, вы выше сегодня в интервью сказали, что у ВСУ нет мотивации, вот это все, деморализированная части там и все. Ладно, уж так получилось, что мы на Львове заканчиваем сегодняшний разговор. Но это, конечно, парадокс. Львовский горсовет снимает ролик, мотивационный ролик. Значит, в этом ролике, дедушка из 2062 года рассказывает о своей жизни в успешной Украине. Значит, а ее могло бы не быть, если бы он не пошел в ВСУ. То есть, смысл такой. Значит, итак, что мы видим в 2062 году? Значит, Украина в еврозоне, на монетах евро-тризуб. Часть ЕС. Азовское море бороздит авианосец Гетьман Сагайдачный. Путин умер, как Сталин. Границ с Европой больше нет. Украина в НАТО после исторического саммита в Одессе. Зять – негр. Так и говорит ему: «Седай, сынку, бачу, что ты на москале». И еще там такой момент есть, что на семейном фото видно, что один из детей вот этого дедушки, да, он как бы
нетрадиционной ориентации. Ну, как же, какое семейное счастье. В каждой семье Тренд, должен как быть... вы говорите, тренд. В каждой семье должен быть на семейной фотографии кто-то такой. Раз у нас такие, так сказать, руководители сегодняшнего дня. То есть, понимаете, в чем дело? Я хочу сказать... А вы говорите, мотивации нет. Саша, знаете, какая мотивация? Я говорю о мотивации тех, кто уже несколько лет сидит на востоке Украины в окопах. Мотивация у львовян, а там тоже есть военные. Там что, вы думаете, нет военных? Там есть некоторые воинские части, которые должны, в принципе, обеспечивать безопасность и западных границ Украины. Они там существуют. Но у них мотивация совершенно другая, уверяю вас. Это не та мотивация, вернее, ее отсутствие, которое уже давным-давно есть среди тех военных, которые воюют на Юго-Востоке. Это первое. Второе. Вы тут упомянули по поводу этого старичка, что он фантазирует по поводу авианосца Гетьман Сагайдачный. Гетьман Сагайдачный, я дедушке хочу напомнить, давным-давно потоплен собственными руководителями украинских военно-морских сил, если они таковые были, в чем у меня очень большие сомнения. В Одессе это был сторожевой корабль, построенный при Советском Союзе, а потом переименованный в фрегат. Гетьман Сагайдачный. Вот он сейчас там лежит на грунте, да, в Одесском порту. Или в Николаевском, я уже точно не помню. Вот. И только лишь торчат его рубки и мачты. Вот это весь удел украинского флота. И в будущем я не думаю, что что-либо подобное может возникнуть на деньги, которые Украина сама себе заработает. Вот. А в данный момент украинские военно-морские силы представляют резиновые лодки и британские беспилотные катера, которые пытаются там атаковать российские позиции в Севастополе и российские корабли. Кстати, завтра день военно-морского флота, вот, поэтому я его всегда отмечаю. Может быть, вы скажете, что это день военно-морского флота России. Но для меня это прежде всего день военно-морского флота Советского Союза, русского флота, которому я служил, которому я присягал. Поэтому всех причастных к этому празднику я хочу, пользуясь случаем, поздравить и пожелать всего наилучшего. Да, Юрий Дудкин был моим собеседником сегодня. Спасибо вам большое за время и мысли. Спасибо вам, Александр. Всего доброго. Поздравления Юрию Анатольевичу. Мнение о сказанном или не сказанном Юрием Анатольевичем, пожалуйста, в комментариях к этому выпуску. Внимательно изучаем, читаем. Ставьте лайки, не забывайте. А главное, берегите себя и друг друга. Добра и света.